Добрый день! Сегодня я начинаю новый цикл видео по решению задач по программированию с различных сайтов, которые содержат олимпиадные задачи и систему автоматической проверки решения. Сегодня я рассматриваю данный сайт и буду решать простейшую задачу на питоне. Задача такая. Входной поток содержит набор целых чисел, отделенных друг от друга произвольным количеством пробелов и переводов строк. Нужно для каждого числа, начиная с последнего и заканчивая первым, в отдельной строке вывести его квадратный корень с определенным форматом. Сейчас откроем компилятор и попробуем очень подробно решить данную задачу. Буду все объяснять максимально подробно, чтобы было понятно. Во-первых, нужно считать строчки из входного потока. Чтобы это сделать, нужно подключить модуль sys. И эти строчки, которые пользователь ввел, нужно где-то хранить. Поэтому я объявлю массив nums, в который я буду записывать эти строчки. Так, сейчас нужно в цикле для каждой строчки из стандартного потока добавить эту строчку в массив. Append. Вот так. То есть простая команда. То есть в цикле мы для каждой строчки из входного потока добавляем эту строчку в массив nums. Вот. Ну, сейчас для проверки распечатаем этот массив, чтобы убедиться, что все нормально. Так. Так, запустим. Я исходные данные буду брать прямо вот эти. Так, еще момент. Как надо сказать компилятору, что стандартный поток ввода завершен. То есть, если мы нажмем Enter, ничего не произойдет. Нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-D. Вот. Тогда стандартный поток ввода завершится, и мы перейдем к распечатке нашего массива nums. Мы видим, что он совпадает с тем, что мы ввели. Еще, чтобы было более понятно, я рекомендую распечатать номера элементов массива. Этого нет в условиях, но это рекомендую для наглядности. Так. Так, теперь нам надо распечатать номер строки формата целое число и строчку. Для строчки спецификатор формата S. Так. Сейчас я все объясню. Так. То есть мы печатаем сначала номер строчки, потом двоеточие, пробел и саму строчку, то есть сам элемент массива. Вот. Пробуем печатать, что получится. Так. Вот нулевая строчка, первая, вторая, третья. Можно убрать лишние переводы строк. Для этого через запятую добавим такую команду. Проверим. Так, ну вот. Теперь каждая строчка — это какой-то
какой-то элемент массива. Мы видим также, что числа могут быть разделены большим количеством пробелов, которые нам совершенно не нужны. Поэтому надо как-то их вычленить из этой строки. Для этого воспользуемся функцией split, которая разбивает строку на отдельные слова, которые не содержат пробел. Создадим переменную firstLine, которая содержит первый элемент массива. Распечатаю для наглядности. Так. Ну, вот первая строчка, да, все правильно. Вот теперь будем ее разбивать на отдельные вот эти слова. Ну, создадим какую-то переменную. Так. Соответственно, применим функцию split к нашей вот этой строке большой. И посмотрим, что она будет из себя представлять. Просто ее распечатаем, как она есть. Так. Вот мы видим, что вот эта firstLine split переменная, она стала представлять из себя массив, состоящий из двух вот таких строчек. И никаких пробелов уже нету, мы от них избавились. Вот. Так, ну это я показал, что такое функция split. Я удалю, уже не надо. Так, вот теперь задача вот эту строчку line разбить на слова. То есть опять нужен цикл для каждого слова в этой разбитой строчке. То есть line split. Нам нужно в массив добавить это слово, которое разбитое. И проверяем. Так, распечаталось, но не очень красиво. Тут из-за этого енда. Сейчас его уже можно убрать. Так, ну вот распечаталось хорошо. Мы видим теперь, что каждый элемент массива это какой-то символ непробельный. То есть никакой пробел тут не влез. Вот. Так, хорошо, мы сохранили каждое число в отдельный элемент массива. Вернее, оно не число сейчас, оно строка пока еще. Чтобы его превратить в число, нужно воспользоваться функцией float. Преобразование строки к вещественному типу. Соответственно, чтобы распечатать float, тут уже надо не процент %s, а процент %f. Посмотрим, что изменится. Так, вот мы видим, что теперь добавилась десятичная точка. Вот. И теперь это вещественные числа, а не строки. Так, что нам дальше надо по условиям задачи? Так, начиная с последнего и заканчивая первым. Это говорит о том, что массив лучше перевернуть, чтобы последний элемент был первым. Но для этого, для переворота массива есть функция реверс. Меняем эту функцию и смотрим,
что получилось. Так, мы видим, что первый элемент массива, нулевой, он равен последнему введенному элементу, а последний элемент равен первому. Все хорошо. Дальше читаем условия. Нужно вывести квадратный корень этого числа. Для получения квадратного корня надо опять импортировать модуль math для работы с математикой всей. И извлечь корень функции sqrt из этого числа. Проверяем, как она сработает. Так, ну действительно, квадратный корень из 1427 это примерно 37. Так, что еще осталось сделать? Так, мы видим, что тут надо вывести не менее чем с 4 знаками после точки. Вот в контрольном результате ровно 4 числа после точки, 4 цифры. Ну, для этого достаточно изменить спецификатор формата, добавить точка 4. Проверяем. Так. Ну, мы видим, что в результате ровно 4 цифры после точки. Так. Ну и чтобы решение было полным, уберем вот эти вспомогательные номера строк, потому что они не нужны условиям задачи. Я их только включил для наглядности. Так. Проверяем. Последняя проверка. Так, что-то... Ага. Так. Ну, ничего лишнего нет. То есть только эти числа похожи на результат. Так. Ну, теперь можно попробовать загрузить, отправить на проверку. Так, ну я тут уже отправлял один раз. Сейчас отправим еще раз. Ну, просто чтобы показать, как все это работает. Нажимаем кнопку «Отправить». Тут компилируется. Можно рефреш сделать. Все. Задача принята. Значит, она была решена правильно. Вот. В общем, в этом коротком видео я объяснил, как решать простейшую задачу на языке Python. Думаю, продолжать данную серию видео, в дальнейшем решать другие, более сложные задачи. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.